Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 8 апреля, сегодня достаточно денежный день этого месяца. Вы спросите, почему? Дело в том, что сегодня очень интересно сложились звезды, планеты на небосводе. И сегодня такой день, когда обязательно вам нужно провести одну простую практику. Эта практика связана с вашим кошельком для того, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, и вы узнаете очень много полезной, важной и нужной для себя информации. Друзья, ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующую волшебную фразу. И Вселенная это приумножит обязательно в вашей жизни, и она звучит следующим образом. 8 апреля, именно сегодняшний день, да, сегодня, 8 апреля, я приветствую новые возможности и благополучие в свою жизнь. Истинно да будет так. Не забудьте прописать ваше полное имя. Еще раз, сегодня, 8 апреля, я, ваше полное имя, приветствую новые возможности и благополучие в свою жизнь. Истинно да будет так. Пожалуйста, не ленитесь, прописывайте в комментариях, потому что уже многие пишут о том, что да, действительно начинают проделывать такие вот простые практики, и жизнь начинает меняться. И здесь очень, знаете, очень хорошо, чтобы вы действительно не ленились. Друзья, также хотим поблагодарить за донаты, нам очень приятно. И благодарим вас, отправляем вам энергию изобилия, достатка и благополучия. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 8 апреля, сегодня самый денежный день этого месяца. Дело в том, что сегодня у нас достаточно интересные будут происходить события. Почему будут? Потому что, хотя видео выходит утром, но ближе к вечеру нас с вами ожидают события. Первое событие, друзья, у нас с вами сегодня новолуние. Новолуние у нас сегодня с вами в 21 час по московскому времени. И это новолуние, такое вот достаточно яркое новолуние. У нас с вами новолуние в огненном знаке зодиака Овена. Вы знаете, что Овен это у нас с вами и амбиции, это и деньги, это новые возможности. Поэтому сегодня ваша задача стараться услышать Вселенную. Сегодня стараться увидеть те вот подсказки, знаки, которые будут идти свыше. При этом они будут проявляться в различных для вас формах. Самая простая, вам может позвонить ваша знакомая, подруга, именно женщина, и предложить что-то интересное. Возможно, на первый взгляд это покажется для вас бестолковым, непонятным, возможно, где-то неясным для вас, но ваша задача не сказать слово «нет», а взять паузу, потому что через пару дней в вашей жизни будут проясняться, и вы будете понимать, что же вам нужно дальше делать. Кроме того, обращаем ваше внимание, сегодня у нас с вами солнечное затмение. Будьте сегодня немножечко осторожны, особенно если вы водитель. Если вы будете подписывать какие-то контракты сегодня, если вы идете сегодня на собеседование, то есть нужно быть чуть-чуть внимательнее и осторожным. И, что немаловажно, сегодня у нас с вами закрывается коридор затмений. Мы с вами прожили эти 2 недели, для кого-то это 2 недели были спокойствия, умиротворенности, но кого-то достаточно сильно потрусило, не в плане потрусило, как Земля, а в плане кармических определенных задач некоторые люди ощутили на себе. Но вы должны понимать и осознавать то, что вы можете все изменить в своей жизни. Ваша задача на данном этапе прочувствовать и понять, что вам нужно. Если вам нужно закрывать отношения, которые вас тянут вниз, нужно, значит, что сделать? Расстаться, поставить все точки над «и». То же самое касается работы. Ищите, вот уже начиная с 9-10 апреля, начинайте себе искать новую работу, интересную работу. Возможно, вы хотите открыть свой маленький бизнес, и это тоже нужно делать. Возможно, у вас есть свое маленькое хобби, которое вам, возможно, приносит какие-то сейчас маленькие деньги. Подумайте о том, как вы можете масштабировать, расширять. Все возможно в этом мире. То есть, если что-то появляется сегодня в вашем голове, знайте, это все неспроста. Даже, может
может быть такая идея, а может быть мне отправиться в путешествие по своей любимой стране, да, в самое ближайшее время. Подумайте, это же все неспроста. Почему? Потому что Вселенная делает так, чтобы у вас открывались новые возможности, и вас она подталкивает. Возможно, вам не хватает навыков, знаний каких-то, и вам нужно пройти какие-то курсы. Подумайте, вот именно сегодня, 8 апреля, сегодня не тот день для того, чтобы именно быть активными. Сегодня день размышлений и день написания планов на ближайший лунный месяц. И это очень важно понимать и осознавать, что многие вещи, друзья, девочки, мальчики, зависят только от нас. Кроме того, мы уже начинаем с вами видеть то, что происходит в мире. Теперь ваша главная задача, мы уже неоднократно говорили в наших закрытых чатах и в других видео о том, что ваша задача ни в коем случае не нести негатив в этот мир. Кому-то все надоело, но вы должны понимать, если вы оказались вот в той ситуации, если вы оказались в той стране, то это неспроста. Вам нужно пройти определенные жизненные уроки. Если вы сдаетесь, то вы должны понимать и то, что значит вы не готовы вот к тем изменениям, которые идут на нашей планете, и они коснутся каждого человека. Многие думают, ой, я прошла это, или меня это не коснется, и так далее. Вы должны понимать, что нужно сейчас кооперироваться, нужно объединяться, нужно стараться думать о том, как вы проживете в следующие 2 года, потому что в некоторых странах будут ой-ой, что творится. Сегодня вы не видите еще той полной картинки, которая уже есть в материальном плане, но она уже есть. Что-то есть на уровне мысли, и оно уже прорабатывается, оно уже постепенно реализовывается. Кто-то приложил свою руку для того, чтобы создать вот эти негативные ситуации и условия. Но наша задача не нести вот этот, не подпитывать вот эгрегор разрушения, эгрегор негатива. Нам наоборот нужно нести любовь, мир, гармонию. Вот не знаете, чем заняться, самое простое, начните выращивать в кадушках или в больших горшках те же помидорчики, огурчики. Возможно, у вас есть приусадебный участок, займитесь ним. Продумайте о том, как вы будете жить, например, если вас вот в данную секунду отключат на 2-3 недели условно свет и так далее, интернета, как вы будете жить эти несколько недель, потому что это будет. В некоторых странах будет и голод, и будут определенные ситуации и так далее. Изучайте сейсмические карты, что, где будут происходить тоже определенные события. Все это в интернете есть, да, нужно изучать, нужно. То есть эта информация, знаете, она открыта, она на поверхности, но многие люди ее не замечают, не видят. И вот даже сейчас, кто смотрит наше видео, есть тоже люди, которые вот слушают нас, но они не понимают, что мы говорим, и им становится в какой-то момент неинтересно, а потому что вы должны понимать и то, что те люди, которые несут очень важную информацию, они не могут вот в лоб вам об этом сказать. Почему? Потому что очень много идет проверка информации, потому что правду никто не хочет выставлять, потому что если будет правда, то вы будете открыты, вы будете понимать, что вы самостоятельны, что вы независимы, что вы можете ни от кого и ни от чего не зависеть, потому что вы творец, вы создатель своей жизни, вы архитектор своей вселенной. И многие скажут, а как так? А вот так вы строите своими руками, своими мыслями, и то, что вас окружает, это результат вашего творения. То же самое, если вы обратите внимание, у кого есть дома приусадебный участок, или вы на даче ездите, вы создаете вот эту вот вселенную вокруг себя. Тут вы решили персики посадить, да, тут вы цветочки, тут условно картошечку, здесь помидорчики и так далее. Вы создаете, вы творите, вы архитекторы, вот так в своей жизни. Поэтому, пожалуйста, сейчас те знаки, которые идут, возможно, будет такая ситуация, что вы включили новости, и вы между строк услышали, поняли, что вам нужно делать, не игнорируйте, пожалуйста, об этом. Мы говорили о том, что в прошлых видео, что касательно новолуния, что вам нужно сделать в ближайшее время, на что вам стоит обратить внимание. Хотите, зайдите на канал, посмотрите. Но вы должны ни в коем случае, вот чтобы в вашей жизни не наступило, вы не должны опускать руки, потому что вы должны понимать и то, что сейчас идет в мире, знаете, борьба между энергией тьмы и энергией света. Свет в любом случае он победит не в плане электричества, а вот в плане энергии. И вот
знаете, вот недаром говорят, что самое тяжелое время перед рассветом. И вот сейчас вот тоже вот это самое, ближайшие 2-3 года, они наступают, они уже наступили, они уже идут. Просто вы должны понимать и то, что в СМИ не всегда озвучивают то, что происходит в мире. Потому что если вы бы слышали бы, вы бы понимали, что не только в одной точке горячо на нашей планете, а во многих точках. И просто людям специально это не показывается, потому что люди начнут открывать глаза, потому что вот кто нас смотрит, кто нас слушает, я вам сразу хочу сказать о том, что это вы люди мудрые очень, у вас мудрые души, да, вам тяжело, вам сложно, вы не знаете, как поступить, как вам двигаться, но вы должны понимать и то, что придет момент, и вы знаете, как перед вами появятся и люди, возможности, связи, все то, что вам нужно на данном этапе. Главное не нести негатив, потому что когда вы несете негатив, вы начинаете подпитывать энергию тьмы, разрушения. Это вам не нужно, потому что в любом случае свет, он вытолкает эту тьму, вот это вот болото, вонь, и рано или поздно мы придем к созиданию, вот к тому, знаете, вот даже говорят о том, что в каком-то там, даже те вот великие люди говорили о том, что в таком-то 2000, не будем говорить каком, году будут на планете гармония, мир и так далее. Да, она придет, но к этому, чтобы прийти, многим людям нам нужно пройти определенные жизненные этапы. И что самое интересное, мы это с вами все увидим в ближайшие 20-30 лет. Вы скажете: о, это еще так долго ждать, да что вы говорите, мне бы вот сегодня бы... Вы должны понимать о том, что вы все строите на уровне мысли, умеете это делать, то вы можете и делать то, что вы хотите для себя, для своей семьи. Но вы должны понимать и то, что как только вы начинаете говорить о том, что «ой, это только для меня», или «это только мое, мне никто другой не интересен, потому что меня это не касается», знаете, вас Вселенная макнет в то место, чтобы вы почувствовали, что это вас тоже коснется. И многие люди должны жить в кооперации, в объединении. Об этом нужно прямо сегодня и уже сейчас думать. Само по себе это новолуние откроет очень интересную информацию, которая понадобится людям в дальнейшем. Поэтому мы уже сказали в начале видео, что та информация, которая сейчас идет к вам, ни в коем случае ее не игнорируйте и не отказывайтесь от нее. Вот знаете, вот то же самое, как книга. Вам подарили книгу, да, вы так просмотрели, сказали: да неинтересно она мне, зачем она мне нужна? И что вы делаете? Вы кладете себе на книжную полку. Вот так и здесь. Не отмахивайтесь от той информации, которая вам идет. Если вам в этот момент что-то приходит, какие-то мысли, запишите их. Возможно, появятся какие-то цифры для вас, возможно, какие-то слова, которые вам непонятны. Запишите их просто-навсего, запишите на листке бумаги, и вот пусть по какое-то время эта информация, знаете, настоится. И потом придет момент, и вы поймете, для чего вам это говорили. На что еще стоит сегодня обратить внимание? Не стоит сегодня злиться, не стоит сегодня ругаться, ни в коем случае не стоит проявлять свои эмоции, особенно в негативном ключе, потому что это все вернется к вам. При этом вернется в тот момент, когда вы больше всего будете этого не ожидать. Поэтому подумайте 10 раз перед тем, как вы что-то решите делать. И в этот день, ввиду того, что вообще 8 апреля, 8 новолуние, этот день вообще вот пронизан достаточно вот мощной, друзья, денежной энергетики. И вы знаете, что 8, она символизирует и богатство, и процветание. И этот день, вот именно 8 апреля, очень важно проводить практики для привлечения денег, для привлечения процветания и изобилия в свою жизнь. Поэтому мы с вами хотим сегодня поделиться одной мощной практикой. Мы ее ранее с вами проводили, но мы ее не всегда озвучиваем по разным причинам, потому что хотя бы той причины, что она не всегда полезна для людей. И вот, но сегодня именно 8 апреля обязательно ее проведите. Вам понадобится буквально один лавровый лист. Вы знаете, что лавровый лист, он один из самых мощных для привлечения денег. И если вы проведете правильно практику, а вы ее точно правильно проведете, потому что те, которые энергии дают из космоса, они обязательно вас подтолкнут и помогут вам для того, чтобы вы открыли глаза и увидели вот те события, которые помогут вам приблизиться к финансовому успеху. При этом у каждого это будет по-своему. Итак, возьмите самый красивый лавровый листик
И на его лицевой стороне возьмите фломастером. Вы можете взять краску, можете ручку взять в виде фломастера, есть сейчас. И на этом лавровом листике нарисуйте наш знак бесконечности. Какого цвета? Лучше, конечно, брать красного цвета. Нет красного, возьмите зеленый. Но если у вас нет под рукой ничего, подумайте о том, чтобы приобрести себе фломастер красного и зеленого, например, цвета для будущих практик. Что мы делаем далее? И далее скажите следующие слова. Я желаю богатства, успеха, счастья, золота, серебра, изобилия, здоровья и помощи. Пусть деньги приходят в мою жизнь, пусть это происходит прямо сейчас. Эти слова нужно произнести, и вот этот наш милый лавровый лист обязательно вам нужно положить в свой кошелек. В кошелек, в то отделение, там, где нет у вас денег. То есть лавровый лист должен быть отдельно от денег. И произнесли эти слова, кладем листик наш в кошелек, и пусть он там находится. Как только ваш листочек, лавровый лист, начнет рассыпаться, то, знаете, это говорит уже о том, что он начинает выполнять свою важную задачу. И как только вы вот прочувствуете, что начали происходить изменения, возьмете этот лавровый лист, разомните вот его остатки, и если даже вот эти маленькие лавровые кусочки от лаврового листа будут где-то распадаться у вас в сумке, где-то еще, не переживайте, пусть будет. Но вот когда вы начнете почувствовать, что изменения, возьмите этот лавровый лист, может даже несколько кусочков быть лаврового листа, разомните в руке и перед собой в окно бросьте, как этот лавровый лист, вот эту труху, и скажите: благодарю Вселенную за оказанную поддержку. Истинно да будет так. Как у каждого это будет по-своему происходить, сразу хотим вам сказать, но помните о том, ваша задача все это принимать с любовью и благодарностью. Вот такой, друзья, у нас сегодня с вами день, 8 апреля. Прямо сейчас напишите в комментариях: сегодня, 8 апреля, я приветствую новые возможности и благополучие в свою жизнь. Истинно да будет так. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.